Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Сейчас на основной модуль Nubia SZ50S Pro вы видите обзор одним кадром. Что это такое? Я на основной модуль снимаю, собственно, себя и рассказываю вам, что запомнил основной из этого смартфона и из тестов его. Я уже тестировал его на Твиче, в онлайне мы играли с вами и проверяли, насколько хорошо он ведет себя в играх. В играх он ведет себя неплохо, но это не игровой смартфон. С другой стороны, назвать его камерафоном довольно сложно, сейчас объясню почему. Потому что до него была Ультра 50 у того же ZTE, и прямым текстом там основной модуль был на 60 мегапикселей. Здесь он на 50 мегапикселей, то есть такой вот downgrade. Если говорить о смартфоне в целом, разумеется, здесь есть стерео. О нем мы поговорим в полном обзоре. Он будет на YouTube-канале Польза.нет. Вы сейчас смотрите на лайве. Саварикап. Вот. И, разумеется, по зарядке. 80 Вт, беспроводной зарядки здесь нет. Заряжается он у меня в среднем за 55 минут. И у него периодически включается супербыстрая зарядка, периодически быстрая. Возможно, до обзора полноценного я доразберусь и победю его. Сможем мы его победить вместе или нет, это вопрос дня. Почему? Потому что плавно. Первое, не забудьте подписаться на этот канал с колоколом, тогда вы будете видеть подобных обзоров много и всегда. То есть ваши просмотры гарантия того, что я не только на основном канале все четко и кратко буду рассказывать, но и буду рассказывать здесь. Здесь в одинаковых условиях, плюс-минус. Сейчас я специально подождал меньшей освещенности. Почему? Потому что по мне камера снимает не ахти. Если не сравнивать его с топами, то есть с каким-нибудь Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 13, хотя он тоже не супер камерафон, но неплохой, хороший камерафон такой. Если не сравнивать его с S23 или S23 Ultra, если сравнивать его с такими же брендами третьего эшелона, наверное, будет неплохо. Но ввиду того, что, опять же, бренды первого эшелона обычно я таскаю в самую яркую обстановку, здесь я специально понес его и снимаю в 4К 60 FPS. При довольно лояльных условиях. То есть у нас идет закат, вы увидите, как он против солнца снимает, но в целом, вот, чтобы сейчас вам было комфортно, несу его так. Если говорить про, собственно, оболочку. Первое, это при любом раскладе третий эшелон. Второе, вы должны запомнить, что глобальной версии его нет, не факт, что будет. И вот эти все русификаторы, которые вам предлагают в интернете, конкретно с этим смартфоном, я уже перепробовал все, что предлагали и наши русские продавцы, и иностранцы, и полностью он не русифицируется. Плюс каждый раз, когда вы делаете подобные штуки, вы даете доступ к устройству сторонних программ, которым лучше доступ к устройству не давать, если вы планируете банковские приложения туда устанавливать, либо у вас есть хоть какие-то аккаунты, которые могут нести полезную для вас информацию. Вообще личные данные терять очень плохо. Про русификацию вы запомнили, что это больше курам насмех и пиар. Типа вы можете русифицировать, но половина будет не русифицирована. Увидите у меня в полноценном ролике менюху. Если говорить о каких-то объективных моментах из разряда использования, он толстый, он большой. И на основном модуле то, что апертура 1.6, вот сейчас я с вами посмотрю, как он снимает на основной модуль, красивенько. Некрасиво он снимает по мне. У него очень большая беда с цветопередачей по мне и экспозицией. Я сейчас объясню, в чем дело. Допустим, этот смарт может снимать 4К 120 FPS и 8К 30 FPS. Но даже в 4К 60 FPS у него какая-то беда с автофокусом по мне. Не полная лютая дичь, но беда. И у него беда с работой со светом. Достаточно хорошо это видно у меня в кружочке. Есть у меня есть телеграм-канал скидок, не забудьте подписаться, взаимопомощи, и мой личный телеграм-канал. Так в личном телеграм-канале я еще стабильно делаю такую штуку, как у меня убитый этот iPhone 14 Pro Max мой. И я стабильно на него делаю кружочек, и еще на несколько смартфонов, которые мне приходят, чтобы вы видели разницу. Потому что одно дело, как все это при постобработке записывается, и вы видите, допустим, на экране монитора уже файл после кодировки, а другое дело, как в социальных сетях, в обычных, вы посылаете кружочек, будет отрабатывать смартфон. Ну, этот смарт прямым текстом отрабатывает как близко к лютому душману. Не все ужасно, но плохо. Вы скажете, фронталки хуже, плохие, в принципе, и у BBK, у всего, у Xiaomi. И по большому счету, даже то, что в Samsung они какие-то топовые,
на кружки это особо сильно не влияет. Во-первых, влияет, посмотрите кружки, повторяюсь, у меня на канале. А во-вторых, мы же с вами говорим о сравнении в лоб с брендами. И здесь мы переходим к самому интересному моменту. Смотрите, если говорить про этот смарт, я его вообще к покупке рассматривать не могу. Почему? Потому что сколько он стоит сегодня, за эти деньги можно купить Oppo Find X6. Понятно, что он будет на Dimensity, это плохо, но этот Snapdragon Gen 2, который а-ля разогнанный, во-первых, у него аппарат, вот этот аппарат очень сильно греется. Во-вторых, то, что он разогнан, он в Antutu выбивает все равно столько же баллов, сколько и Xiaomi 13. И в-третьих, мне не понравилась его оболочка. То есть у тебя есть ощущение, как будто это аппарат на баллов так 700 тысяч в Antutu, потому что оболочка реально лагает. То есть она рваная. Я не знаю, как объяснить по-другому. И можно долго танцевать и рассказывать, что вот довольно крутой смартфон с точки зрения, не знаю, цветопередачи какой-то, фотографий, детализации. Но это всегда, когда ты сравниваешь со смартфонами. Вот сейчас я опять же против солнца встану. Оно уже ушло. Ему повезло. Со смартфонами третьего же эшелона. Если ты сравниваешь со смартфонами первого эшелона, ощущений у тебя таких нет. Выглядит он классно. Металлическая рамка у него. Но у него нет беспроводной зарядки. Зарядка всего на 80 Вт. Аккумулятор довольно маленький. Ест он довольно много. Чтобы вы поняли, опять же, накидываю, как говорится, негатива. Этот смарт благополучным образом у меня съел 8% заряда по Wi-Fi при просмотре YouTube. 8%. Я не помню, чтобы у меня так много кто-то ел. Может быть, сейчас они просто от андроида нового начали или какая-то новая тенденция, но это прям много. Если говорить о каких-то вещах из разряда ругают его ультраширик, ничего плохого в ультраширике я у него не вижу. Хвалить его основную камеру, ну, смысла особого нет, она неплохая. Для фото, наверное. Но, опять же, здесь в камерах я очень часто повторяю, что фотография начинается с какого-нибудь Pixel 7a, ой, 6a, потом Pixel 5. Если у тебя руки из того места, то фотки у тебя будут при любом раскладе нормальные. По поводу телевика, тоже танцы с телевиком. Вы понимаете, что когда, опять же, вы рассматриваете смартфон эконом-класса, не в обиду всем, это не смартфон, это эконом-класса, но это премиум по цене половины премиума. То есть мы берем, допустим, iPhone, берем половину его стоимости, вот он, Nubia новый. Либо берем Samsung S23 Ultra, там 60% его стоимости, вот она Nubia. И вопрос дня, как вы думаете, почему? Я вам открою страшную тайну. Логично из-за программного обеспечения. Настолько ли он хуже, чем все эти смарты? Ну, учитывая, что он не локализован, у него есть, кстати, все бенды. Разумеется, у него, еще раз повторяюсь, нет защиты от влаги. Нет беспроводной зарядки, у меня к нему нет никакого негатива, если кому-то он нравится, кто-то с ним ходит и будет убеждать, что фотографии с него как раз самые лучшие, а все остальные фотографии не лучшие, ну мы все нашу Рашу смотрели, да, я с вами абсолютно солидарен. Фанатов этого бренда и вот этой линейки просто море. Безумное количество. Ну и к чему я хотел прийти по поводу фотографий. Вы понимаете, что когда вы покупаете смартфон и рассуждаете о фотографии, ну у вас хотя бы должен быть откалиброванный монитор, так, ну прямым текстом, ну за $600 хотя бы. Во всех остальных случаях вам не нужны эти смартфоны по $600 для фотографий. Вот серьезно. Вы не увидите разницу на мониторе за $250. Не увидите. Ну вы, может быть, конечно, и увидите. И опять же, это мнение субъективно, но если играть в киноделов, то барабанная дробь. Дальше моя мысль. Вы тратите там $600 на монитор, и вы не можете потратить $600 либо на фотоаппарат, либо на какой-то смарт, который и правда является лидером по всем модулям. Их много, кстати. Повторяю, что флагманов у нас хватает, как на Android устройствах. iOS не претендует, в принципе, на суперфотографию, но они хотя бы натурально все передают. И мораль, наверное, моего рассказа в том, что мы с вами уже прообщались великолепных 9 минут. И я напишу вам объем файла. Я напоминаю, что он может снимать в 4К 120 FPS, 8К может снимать. Фронталка в 4К не может снимать вообще. По плотности экрана, плотности пикселей экрана все хорошо. По поводу фрешрейта, то есть 120 Гц он выдает. Мне не понравился его тач, но он не такой убогий, как, допустим, в Tecno Phantom X2 Pro. Там вообще было мракобесие. Вообще у всех этих третьего эшелона не все хорошо с тачем. Здесь
Он часто при разблокировке лагает, я не знаю почему. Опять же, я должен сказать, возможно, все допилят прошивками. А еще вполне возможно, если вы не пользуетесь брендами А-эшелона, вам покажется, что этот смартфон просто супер. Потому что вам не с чем сравнивать, и вы будете сравнивать, допустим, с Аксоном, Ультрой или еще чем-то подобным. От меня девайсу, да или нет, будет, наверное, в полном обзоре, потому что я пока еще не понял. Еще раз повторяюсь, в те же деньги можно купить Xiaomi 13, еще останется вам средства, S23 еще останутся средства, но нельзя будет сказать, что это супер флагманы, это просто флагманы их линеек. Можно приобрести, допустим, какой-нибудь смартфон из разряда Oppo Find X6, он будет на Dimensity, потому что X6 Pro стоит, конечно, на 25% дороже, но у всех у них будет какие-то свои фишки. Притом это флагманские фишки. В Xiaomi 13, я очень часто повторяю, вот он нижний предел флагмана. Когда у тебя есть защита от влаги, это совсем другая история, понимаете? Хотя, опять же, у бюджетников А54 у Samsung тоже есть. И Samsung, я не скажу, что сливает прям сильно по фотографиям этому делу. Опять же, мое мнение субъективно, ваше мнение объективно, потому что вам этим делом пользоваться. Если возможность его в магазине пощупать, я сомневаюсь. Это так же, как третий эшелон очень часто не продают на Али, но здесь на Али аппаратов довольно много. И по количеству проданных экземпляров, в принципе, по просмотрам в сети, смарт интересен многим. Мне он внешне очень понравился, каких-то негативных эмоций у меня к нему нет. Но альтернатив за эти деньги море, просто море. И опять же не этого бренда. Помним, что это все-таки третий эшелон. Девайсу от меня, повторяюсь, будет да или нет в конце. Вот так вы сможете снимать на основную камеру. По цветопередаче вот сейчас вы видите, что... Кстати, там ничего сложного. Вот я не знаю, почему он не передает цвет. Не передает. Фотографии кое-какие я уже скинул в свою телегу. Смотрите, оценивайте и пишите в комментах, нравятся ли вам такие подходы. Может быть, они слегка радикальные, но идеальных вещей не существует. Бывает идеальный подход, но это не про нас. Всем добра!